в небольшом и живописном поселении на берегах залива Уомо, которое было опоясано волшебными пейзажами и теплыми морскими водами западной Танзании, жил пожилой рыбак по имени Малик Касондо. Каждый новый день начинался для него с восхода солнца. Это был моменты, когда первые лучи пробивались сквозь пелену утреннего тумана, окрашивая окружающую природу в мягкие, золотистые тона. Каждый миг, проведенный в этом волшебном восприятии, был для него священным ритуалом. Он выходил на свою старенькую, но надежную лодку, о которую заботился на протяжении многих лет. Эта лодка была не просто средством передвижения, это был его верный компаньон, который видел его радости и печали, встречи с другими рыбами и бесконечные разговоры о жизни с друзьями. Легкий шепот воды с плеском обнимал его лодку, как нежные объятия, и кольца воды, игравшие на поверхности, создавали звучание, словно мелодия, которая сопровождала его из года в год, вбирая в себя каждый миг его существования. Малик неспешно управлял своей лодкой, погружаясь в размышления о жизни и об окружающем мире, а его внимание отвлекали лишь крики радостных птиц, которые весело и высоко кружили над его головой, создавая настоящую симфонию природы. Это было время, когда жизнь пробуждалась, и Малик с удовольствием наблюдал, как вся природа оживала вокруг него. Эти воды были ему знакомы, как самые близкие друзья, будто они делились с ним старинными сказками. Каждый поворот побережья, каждый залив и каждая скала напоминали ему об бесконечных историях его детства, о дружбе, о приключениях, о юности, полной надежд и мечтаний. В его памяти затерялись множество моментов. Это и веселые дни рыбалки с лучшими друзьями, и теплые ночи, проведенные под звездами, и занятия, которые передавались из поколения в поколение, словно драгоценные гимны их культуры. В этот ясный и беспечный день, каким он наслаждался на протяжении всей своей жизни, Малик плыл мимо обрывистого участка берега, когда его внимание внезапно привлекло необъяснимое свечение, словно кто-то хотел привлечь его к себе. Сначала ему показалось, что это просто кусочек блестящего коралла, выброшенного на берег волной, или, возможно, обычный камень, который светился под ярким солнцем, но что-то толкнуло его присмотреться внимательнее. В этот момент его сердце забилось быстрее, когда он обнаружил, что это была не просто случайная находка. Это была огромная морская раковина, больше всякой другой, что он когда-либо встречал за свои долгие годы жизни на этой воде, которая дарила ему жизнь. Предчувствие в его груди сделало этот момент особенно волнующим и полным ожидания всевозможных чудес. Он почувствовал, как порывы ветра озорничали вокруг него, и как будто птицы закричали в унисон, предвосхищая его открытие. Это было как будто вся природа решила поддержать его в эту судьбоносную минуту. Не в силах сдержать волнение, как будто магия обвеяла его, Малик вернулся на берег, позвав своих верных друзей Адио и Мвеле. Эти двое были его постоянными спутниками в рыболовстве, и теперь, ведомые духом дружбы и азарта, они делились этим уникальным моментом вместе, сознавая, что это может стать началом чего-то удивительного.
Когда их сообщество собрало необходимое снаряжение, включая ножи, лопаты и, конечно уж, терпение, они все вместе вернулись к раковине, этой таинственной находке, которая могла изменить их жизни. Вокруг царила атмосфера ожидания и радости, подобная той, что бывает перед началом грандиозного приключения. Каждый шаг к раскрытию раковины ощущался как этап поиска великого сокровища, которое могло принести им удачу, и они начали аккуратно вскрывать гигантскую раковину, опасаясь повредить то, что там находилось. Им хотелось оставить эти моменты в памяти, любые возможные мечты о том, что может находиться внутри, уже поднимались и разгорали тот огонь ожидания, который никогда не угасал. Когда створки раковины начали постепенно открываться, воздух вокруг будто замер. Это мгновение стало полным сюрпризов, и все трое рыбаков застигли врасплох в удивлении. Перед ними, утвержденным всеми их ожиданиями, оказалась жемчужина кремового оттенка. Она сияла под солнечными лучами так, будто была источником света сама по себе, испуская свет вокруг. Эта жемчужина была такой огромной и совершенной, что это было почти невообразимо для каждого из них. Первые минуты они, сбитые с толку и обласканные ее красотой, смотрели на нее, не в силах вымолвить ни слова. Вместо восторга, который наполнил бы их сердца радостью, вокруг царила тихая пронзительная тишина, как будто сама природа останавливалась на мгновение, позволив этому моменту заполнить всю их жизнь. Это действительно было сокровище, способное изменить их жизни навсегда. С каждым мгновением понимание важности этой находки нарастало, и Малик, Адио и Мвеле испытали прилив эмоций. Это было не просто чудо природы, это была возможность, способная буквально изменить их судьбы. Без колебаний, учитывая ценность этого замечательного всего, они быстро решили не рисковать и передать жемчужину местным властям. Это было осознанное решение, продиктованное заботой о своих семьях и сообществе, желанием не только вкусить прелести обретенного счастья, но и построить будущее, полное надежд. Вскоре после передачи жемчужины местные власти немедленно связались с Национальным музеем в Дар-эс-Саламе, где ее тщательно обследовали. Эксперты, внимательные и старательные, подтвердили ее невероятную ценность, изучая каждую деталь. Из-за уникального размера, формы и цвета эта жемчужина была оценена в сумму от 5 до 6 миллионов долларов. Это открытие не только привлекло внимание местных жителей, но и вызвало настоящий фурор, став настоящим общественным событием, изумляющим все малое рыбацкое сообщество. Они не могли поверить в то, что произошло, словно навык и старание вернули им радость и надежду, подарив новый смысл жизни. Это открытие стало поворотным моментом в судьбе Малика. Это было как будто с поворотом ключа его жизни началась совершенно новая глава, полная надежды, возможностей и преобразований, о которых он даже и не мечтал. После долгих раздумий, полных сомнений, он решил согласиться на продажу жемчужины музею, и это решение стало поистине судьбоносным и определяющим для всей его жизненной истории. Малик понимал, что теперь он может обеспечить своих близких, предоставить им все, что они когда-либо хотели,
а также поддержать рыбацкое сообщество, которое сопровождало его всю жизнь как семья. На полученные средства он начал строить новый дом, разрывая связь со своим старым ветхим жильем, в котором прошло столько воспоминаний, а теперь он мечтал о новом, уютном пространстве, которое было бы не только его крепостью, но и местом, где его семья будет счастлива. Кроме того, он вложил средства в образование для своих внуков, искренне мечтая о том, что они получат возможность прояснить свои горизонты, исследовать мир, найти свою истинную судьбу и стать теми, кто изменит его к лучшему. Малик проявил настойчивость и щедрость, создав программу поддержки для своего рыбацкого сообщества, направив часть полученных средств на развитие устойчивого рыболовства и обучения, что дало возможность другим сотрудникам избежать его собственных трудностей и неудач, которые он переживал на протяжении своей жизни. Как вы видите, судьба порой решается в тот самый момент, когда вы не ожидаете, что может произойти чудо, стоит только мгновение озарения, чтобы все изменилось. Так простая рыбалка обернулась неожиданным и судьбоносным приключением, показав, что даже самый обычный день может принести невероятные события, если вы готовы замечать их и принимать вызов судьбы с открытым сердцем. Это была удивительная и вдохновляющая история о Малике Касондо, простом рыбаке с большими мечтами и благими намерениями, который нашел жемчужину, способную изменить его жизнь, а также жизни его семьи и всего его сообщества. И когда вы в следующий раз соберетесь на рыбалку, помните, что в поисках обыденного скрываются волшебные моменты, и никогда не знаешь, какой уникальный сюрприз может преподнести жизнь в самый неожиданный момент. Дорогие друзья, если вам понравилась история Малика, это вдохновляющее повествование о преодолении и надежде, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить еще больше интересных и увлекательных рассказов, которые способны пробудить в душах людей вдохновение и подарить им новую надежду. Ваша поддержка и заинтересованность — это двигатели нашего творчества, и впереди нас ждет много новаторских и уникальных переживаний, которые мы с радостью будем делиться с вами.